Всем здрасте, всем привет, ребят, у нас с вами Masquerade, у нас с вами вампиры, и мы продолжаем, так скажем, прохождение этой не самой, так скажем, легкой, ну или, по крайней мере, не самой той игры, которая у меня получается, но, тем не менее, я надеюсь, что все будет хорошо, мы раскроем все тайны, которые должны быть раскрыты. Галиб, Галиб, мы играем за Галиба сейчас. Пытаемся Мура, то мы нашли, вернее, все, что от него осталось. Одну часть мы так и не смогли от него найти, это его несчастную голову. Вот, но, тем не менее, нужно все почистить, все улики забрать, ликвидировать, чтобы ничего лишнего не попало в полицию. И, соответственно, злые люди ничего не узнали про добрых вампиров. Mr. Adams. No, this can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Так, успокоить его. Смотри, я могу вот здесь успокоить его, а могу запугать, но меня не хватит. Давай попробуем запугать. 6 единичек мы сразу потратим. Ноль, не получилось. Так я тогда, блядь, нихуя не пойму в Adams, you need to calm down. этом вот You're всем. not responsible for it. We all know that. So, come on now. I need some answers. What an asshole. How dare you? A man died tonight. Okay, I get it. Leave me alone. Блядь, он не станет отвечать на мои вопросы. Сука! А как же мне пройти теперь? Да ну, подожди. Подожди. Я хочу переиграть момент. Я не понимаю, блядь, я могу усиливать свои навыки только до того момента, чтобы уравнять шансы, да? Соответственно, давайте я перезапишу. Или не получится. Нет. Вот, соответственно, в какой момент, как я могу это все выиграть, если я не могу больше, да, потому что на априори все равно увеличивает на 1 единицу. Это все дело увеличивает на 1 единицу. Как я тогда, почему я не могу больше дать, чтобы с запасом увеличить шанс на свою победу, потому что знаю, что он все равно увеличит. Я уравниваю 3 к 3, и я знаю, что он все равно +1 сделает. Какой смысл мне тогда уравнивать? Либо я, блядь, что-то не понимаю в этой игре, блядь, либо я хз. Дед, сука! It's terrible. I just can't believe it. It's awful. I should have done more. Успокоить его. Успех. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, Я потратил of course. 6 ячеек зря. What do you want to know? Что меня интересует? Мур, семья Мура. Нихера себе. Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper,
batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Посетители были у него? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. Потому что он вампир, потому и ночью приходят гости. И, кстати, не просто так ему бошку отрезали, он же вампир. He had colleagues over for late night meetings too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Враги у него были? Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Короче, мы ничего не узнали особо такого, чисто для информации и все. Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Ладно, дед, подожди, давай поговорим. Ни хрена себе. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Джек и Джеймс. Jack, James and Wu. Два брата, But что you ли? won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Так, о вечере расскажи что-нибудь. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his three bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those two goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell. Короче, понятно, это все. Он рассказывает то, что было до этого. Давай о парковке. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass. У меня есть магнитный пропуск. Есть он у меня. Gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Все. Семья, ну, не очень интересно, что он про жену будет рассказывать. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Все, пойдем на кухню. Пойдем.
Не, я говорю, вот это просто, это, ну, либо я что-то не понимаю, либо это настолько, блядь, бредовая фигня, что ты уравниваешь шансы, но априори ты знаешь, что все равно... Кухня где, подожди, где? Что все равно твой оппонент увеличит на 1 единицу, и ты все равно проиграешь. Так нахуя тогда, блядь, увеличивать это все дело? Может, у меня просто не прокачанный скилл еще? Fine vintages imported from Вина Европы. more knew how to treat his Может, у меня не guests. прокачанный скилл еще, это может быть. Но пока что это выглядит максимально, блядь, по-конченному. Не понял. Мне же на парковку нужно. Обалдеть. Слышь, не охерел ли он в таком доме жить? Old. It's been here for several days. Мистер Мур, ты кто, блядь, черт возьми, такой? Ты, блядь, смотри, какой коридор у него, чтобы, блядь, еще выйти и постираться. Ёбаный в рот. Шестидесятый этаж, да, у нас был? Минус 4. I'll run the plates. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Ты на значок посмотри мой. FBI. Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Well, I've got a few questions. Несколько вопросов. Так, свидетель. Where's the witness? Wyatt, he's in the security. В будке охраны свидетель, я He's понял. super nice. I don't think you'll need to question him again. Допросим его снова. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. А что за машина? Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Все, окей, спасибо. Let me know if you have any other questions. Будут другие вопросы, обязательно буду обращаться. Мэм, можно вас? Нельзя, да? Это седан потерпевшего, да, остался? Слышь, а я не пойму, у него что, личная машина? А где мне ключ взять? Блядь, слушай, а может ключ у него надо было найти? Или это не... А, это не его, да, автомобиль, наверное? Правильно? Или его? Изучить не могу следы. Чем мне нужно в будку? Мне нужно в будку к
охраннику. И где-то здесь авария случилась. A vehicle ran into the wall. Въехал в стену, может быть, потому что кого-то объезжал? Feeding on that is beneath a kindred. I won't stoop that. Это Крисон. Я не могу, да, взломать замок? А это выход... Куда это выход? Locked. No. That's impossible. Оно все здесь закрыто, да? Locked. No. That's impossible. It's impossible. Безопасная зона. Even access to the trash is restricted here. Можно позвать кого-нибудь. Например, тебя. Meet me there. Я голоден! Я голоден! Отдыхай. Так, подожди, мне нужно выйти отсюда. Hello, Mr. Bizori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. Как ты меня знаешь? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. Ты тоже You know what вампир? I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Так, кто твой хозяин? Who created you? His name was Victor, but he died last year. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. Давайте будем добрыми, скажем, что надеюсь, все Do what I получится. can. Чтобы он нам всю информацию If you could рассказал. put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But
seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl? Yes, I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. Ладно, что ты делаешь здесь? What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Так, давай о ночи So расспросим. what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The sixth floor attendant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. А что за машина была? Did you Спорткар, да? recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Так, ладно. Про Мур. What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Ладно, Did you see телохранители. the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. Давай мусорные How do баки. you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing Я there. еще посмотрю сам. Открывай, сука. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. Открывай, I can't сука. open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? А если я увеличу? Вот, тогда, да, вот так вот давай. Успех. Хорош. You sure you want to piss me off, Wyatt? No, no, no. Of course not, Mr. Missouri. That's not at all what I wanted to do. Listen, We're just gonna forget this. Нихуя себе, это что он делает? Меня пытается... Excuse me? You didn't just try to corrupt my memories, did you? Пытался меня... Oh, no. Загипнотизировать, I'm so что sorry, ли? Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Баки, сука, открой. Ну вот, видите, вот я не могу дальше, а он все равно, блядь, увеличится. Смысл? Блядь, он усилил на одну. Да как, блядь! You're taking a big risk by messing with someone like me. I'm sure that's not news to you. I know. It's either now or later anyway. Because you're not gonna like what I've been doing in there. I know it. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. Ну все, я больше ничего не могу, да?
I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. Да в смысле поражение в сцене? В смысле, блядь? Come to an understanding. I'm sorry, Mr. Bazori. What? Пиздец. Блядь. Ай. Почему у меня не пишут варианты ответа? Да короче, блядь. Всегда нужно увеличивать на одну. Вот если ровно все, всегда... Я просто почему не увеличил? Потому что я смотрю, когда я перед этим увеличил на одну, он не увеличивал. Ну, думаю, ладно, хорошо. Сука, он съебался от меня. Ключи от машины парковщика. Так, подожди, а где какая-то машина? Я не помню. Вот это вот. Так, что я взял? Слабокровные часы. Что, все? Просто взяли часы какие-то. А в другом автомобиле я смогу открыть багажник? Там где-то был еще один автомобиль. Вот этот, по-моему, да? Ага, все. Короче, все, жопа. Давайте, если я пройду сюда, посмотрим, мы открыли что-то или нет, или там ничего не открылось. Нет, ничего не открылось. Блять, какой бред просто. И сам я не могу открыть, да? Конечно, он меня держал за дурака, а как же? Почему я не могу сам нажать кнопочку и открыть? Стеклянная бутылка из мусорной кучи. Он там что-то хранит в этих вот мусорных баках. Сам я не могу открыть ничего. Где полицейский? Ну, все, я, честно говоря, больше я теперь здесь не понимаю, что еще здесь делать. У меня как бы не... У меня не найдены две улики. Две улики не найдены. Две улики не найдены. И я хз дальше что делать. В доме я, по-моему, все осмотрел, все, что можно было.
Единственное, что еще можно осмотреть труп, может быть, у него там ключи где-то от автомобиля были. Bullet wound in the right hip. В кармане у него там нету ничего. Ну все. Where in God's name is forensics? Sorry, I'm busy. Извините, я занята. Ну и здесь тоже мы как бы все осмотрели. К деду еще. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. Полиция Бостона. Ой, подожди. What a stink. Huh. You managed to calm him down. Конечно, I thought смог that would be успокоить. impossible. Yes, and he was able to answer a few questions. Ну и все. Ну, честно, я дальше не понимаю, что... Слушай, а если мы свалим, уйдем, что будет? Go ahead. It's okay. Да, хочу уйти и завершить расследование. Ну мы да, мы два не смогли найти. Let's go back to the prince. Неудача. Два пропущено подозрительных предмет. В смысле, я 4 пропустил или 2? Я 2 пропустил каких-то. 40 опыта мне все на... Ну да, вот. Да-да-да, удалено 4, 2 я пропустил. Вы могли найти Гуля. Что такое Гуля? А, скрытый сейф. Блядь, скрытый сейф. А помните, он там брошюрка была. Была брошюрка, где рассказывалось про скрытые места. Я подумал, что это просто брошюрка, а что такого быть не может. В телефоне Джейсона Мура. Блядь, телефон. И потайная комната. Ну да. Ну да. Дальше Лейша. Бля, ну... Да, получается, да, получается. Провтычил. А что сделаешь? Ну, мне казалось, что я всего одну потайную комнату как бы я искал бы, я хер знает. Телефон. Конфронтация, вот это меня выбешивает, максимально просто выбешивает. Ну, я не могу, у меня 20 очков всего-навсего.
Я ничего не могу. А, вот, могу увеличить запугивание. Не, давай оставим опыт, пускай будет. Пускай будет, пока ничего не буду делать. Так, смотри, у нас сохранение. У нас сохранение. И это все мы тогда продолжим в следующей части, чтобы уже быть уверенным, что мы все начнем с самого начала. И будет это у нас одна полноценная история. Все, спасибо всем, ребят, за внимание. Пишите в комментариях, где все могло это быть. Да, где это все я пропустил. Я с удовольствием почитаю и потом себе буду грызть ногти, почему я так сделал. Прожимайте лайкос, подписывайтесь на канал. Увидимся, ребята, в новой части. До новых встреч. Всем пока-пока.